вкусная, домашняя, колоритная, но довольно тяжелая. Конечно, я имею в виду польскую кухню. В этом видео мы устроим с вами комплексный тур по блюдам Польши, попробуем польскую пиццу, разочаруемся в одном заведении, найдем лучшие пироги в Кракове и не сможем пройти мимо местных сладостей. Надеюсь, вы запаслись чем-то вкусненьким, чтобы не проголодаться, а мы начинаем. Добро пожаловать в Краков, гастрономический центр Польши. Здесь мы попробуем польские лакомства, от стритфуда до ресторанных блюд. Но сначала пару слов о еде Польши, а она очень многогранна и разнообразна за счет того, что на территории страны, бывшей Речи Посполитой, за всю историю проживало очень много народов. Немцы, евреи, французы, итальянцы и русины. При этом еще большую роль сыграли местные традиции и продукты. Мясо, грибы, сыры и не только. Если брать вкусы, то польскую кухню можно назвать соленой, в меру острой, пряной, сладкой и кислой. Часто еда тут довольно жирная, сытная и высококалорийная. И начнем мы со сцыпка, копченого овечьего сыра, украшенного узором. Родом сцыпик с южного региона Польши, Подгалия, а рецепт его дошел неизменным с 18 века до нашего времени. Процесс производства не самый легкий, потому что все делается вручную, а настоящий сцыпик сложно найти даже в сезон. Короче, искали мы этот осцепик везде, где только можно было, а потом оказалось, что сейчас не сезон, поэтому оригинальный настоящий сыр осцепик нельзя найти на уличных прилавках. Поэтому мы пошли на крайние меры и купили осцепик в магазине. Будем вместе с вами его пробовать, тестить и заодно поймем, стоит ли переплачивать, покупая осцепик на улице, потому что этот вариант намного дешевле. Пахнет копченостью, очень даже приятно и выглядит аппетитно, поэтому пробуем. Так, ну сыр очень даже вкусный, жуется тяжеловато и долго, но все равно. Если сравнивать по ценам, то в принципе нормально, и мне очень даже нравится, тем более сейчас голодная, поэтому, наверное, вдвойне вкуснее. И обычно к осцепку, в общем, к сыру добавляют ягодный джем, но вместо джема мы решили взять просто ягоды. Взяли голубику, не знаю, возможно, это странно, но меньше сахара и более полезно, так что интересно. Ну да, это правда странно, потому что разные текстуры, разные все. По оценке поставлю 4 из 5 за счет того, что это вкусно, действительно вкусно и бюджетно, но при этом это не оригинальный сыр, и мы это с вами понимаем. Так что осцепик в магазине брать можно, особенно когда не сезон. Ну а мы двигаемся дальше. Продолжаем стрит-фуд-тур. На очереди у нас бутер-гигант или официально запеканка. Да, название интересное и блюдо тоже. Мы его еще ни разу не пробовали, поэтому давайте тестить. Запеканка – это самая популярная польская 5-минутная закуска, причем популярна она стала с момента ее появления в начале 70-х годов прошлого века. Запеканка – это по сути половинка багета, запеченная до хрустящей корочки с начинкой и политая сверху соусом. В классическом варианте начинкой были сыр и грибы, а соусом кетчуп. Но сейчас рецептов и вариаций много, называется «Выбирай на любой вкус» или «Делай сам из того, что есть в доме». В Польше запеканку продают в стрит-фуд-ларьках, и мы как раз нашли классную локацию в районе Казимеш, которая называется У Эндзёра. Так, ну что, наконец будем пробовать. Мы специально отошли в такой мини-парк, чтобы было более красиво и менее людно. Итак, мы взяли запеканку, она по факту идет с сыром и с чем еще? С грибами. И с грибами, и дополнительно мы взяли тут солями, грибный соус, чесночный соус и горный сыр. Честно говоря, я ожидала большего. По сути, по вкусу это обычный бутер там, с майонезом, с колбасой и грибами. То есть ничего прям супер необычного, только много углеводов и жира. Так, ребята, походу мне надо какое-то время, чтобы все распробовать, куснуть раз 5. Андрей тоже попробовал. В принципе, неплохо, но на один раз, потому что это не очень полезно. Но если вы где-то гуляете, просто по городу, чтобы не тратить время, можно быстро заказать, съесть, все, и вы так хорошо перекусите. Единственное, ждали мы нашу запеканку где-то минут 15, если не больше. Мы съели половину, и могу сказать, что запеканка довольно сытная. По сути, по вкусу она как пицца, только вот этот соус, знаете, лучше берите без него, потому что он, правда, жирный, такой майонезный.
Вот, но начинки, в принципе, достаточно стоит. Запеканка стоила 20 злотых, 19 за саму запеканку и злотый за соус. А вот это место мы нашли случайно, когда гуляли по старому городу, услышали оттуда музыку, посмотрели, как там выглядит все внутри, и нам захотелось побыть в этой атмосфере, так что пойдем сейчас и будем пробовать интересные вкусные блюда. Надеюсь. И казалось бы, что может пойти не так? Но прекрасная атмосфера быстро закончилась. Вместо светлого зала с музыкой нас повели в какой-то темный подвал с гробовой тишиной, а точнее с отголосками этой музыки сверху. Ну а что было дальше, увидите сами. У нас тут была небольшая заминка. Мы уже успели съесть сет закусок, который был первый. Это были холодные закуски. Там было 4 сыра, от не самого копченого к самому копченому. Я бы сказала, по вкусу они были обычные. Я какой-то сильной разницы не почувствовала, хотя это якобы там какие-то крутые сыры. Также в сете была утка, которая была мега жирная, ее невозможно было жевать. Хлеб, который был сухой, не свежий. На самом деле не смешно. Там был джем, в котором плавали ветки смородины или какой-то ягоды. Короче, самое вкусное в этом сете это был паштет. На него я вообще ставки не ставила, но, как казалось, он был самым вкусным, таким приятным и, что ли, свежим. Ну да ладно, сет прошел, 50 злотых, ушли. Также нам принесли компот, холодненький, ну, прикольно, обычно такой домашний компот. Тут 2 такие. Вот борщ мы не пробовали. Интересно, какой он здесь. Суп свекольный. Ой, точнее вкус свекольный. В принципе, можно сказать, мне нравится. Я пытаюсь выжать из себя максимум. Тут внутри есть такие типа пироги. 2. Они из капусты еще с чем-то. Короче, вареник максимально мягкий. Я не знаю, я бы их отдельно поставила. Так, борщу я ставлю плюс. Сама жижа вкусная. Вареники, точнее пироги внутри вкусные, но они сильно размякли, и я бы отдельно это съела. Было бы вкуснее. Но, в принципе, очень даже неплохо. На очереди у нас бигос. Еще одно популярное традиционное польское блюдо. Нам его подали в хлебе. Я думала, что в хлебе подают только журик. Оказывается, нет. Бигос тоже. Вот так это выглядит. Открывается. Я бы сказала, выглядит не очень привлекательно. Напоминает мне обычную тушеную капусту. Или, знаете, вот начинку для вареников. В общем, здесь я уже распробовала. Есть, собственно, капуста. Она такая нейтральная довольно по вкусу. Есть мясо. По-моему, это свинина, хотя легко спутать с курицей, скажу честно. И также здесь я нашла сосиску. По вкусу не так плохо, как я думала. Я просто не очень люблю тушеную капусту. Но вот этот наборчик, он очень сытный и довольно вкусный. Плюс можно еще хлеб есть, и будет не так жирно. И запить компотиком. 139 злотых мы потратили в этом месте, и вы не представляете, как обидно, когда ты столько отдаешь, и в итоге по вкусам все очень ровно. Ну прям нет такого, что вау. Ну вы сами видели, я не буду ставить свою оценку, чтобы этот выпуск не был супер депрессивным, потому что все-таки это субъективно. Перед следующим местом отвлечемся на парочку интересных фактов про польскую кухню. Вы, например, знали, что в прошлом польская кухня была в большей мере вегетарианской. Сельские жители, а значит большая часть населения, ели мясо очень редко и в маленьких количествах. Первая польская кулинарная книга была написана еще в 1682 году, а самым странным польским блюдом 300 лет назад был хвост бобра. Кстати, я уже снимала видео про уникальные и реально интересные факты о Польше, ссылку оставлю для вас в описании. Пройдемся по классике. Собственно, журик, суп на ржаной закваске. Его едят все поляки, ну и рецептов журика примерно 1 000 000. В зависимости от региона и личных предпочтений поляки добавляют в суп копченое сало, мясо, картошку, вареные яйца, грибы и белую колбасу.
По традиции этот суп готовят на Пасху, а на рождественском столе обязательно присутствует вегетарианская версия журика. В него добавляют сушеные лесные грибы, иногда хрен, картофель и яйца. Прошу меня принять и простить, но во время дегустации на фоне играла очень громкая музыка, а авторские права я нарушать не хочу, поэтому запишу голосом. Этот ресторан мы нашли случайно, просто искали ресторан в старом городе, он как раз находится напротив оперного, и у него высокие оценки, поэтому мы сюда, собственно, и пришли. В качестве комплимента нам принесли хлеб с паштетом, который оказался очень вкусным. Журик взяли не на хлебе, и если вы думаете, что я не люблю журик, то нет, просто мне не повезло в прошлый раз, когда мы его пробовали. Много зависит от места и рецепта, поэтому нужно пробовать и ходить в разные заведения. Если не нравится, идти в новое. Пахнет классно, пахнет колбасой и солянкой. Ну, как всегда, собственно. Это вкусный журик, нам повезло в этот раз, такой насыщенный, приятный и сбалансированный по вкусам, в общем, мне очень нравится. Отдельный плюс ресторану за то, что нам предложили разделить порцию. И да, это одна порция. И могу сказать, что она не маленькая. Классика продолжается. На очереди у нас пироги, естественно. Пироги – это традиционное блюдо польской кухни, полный аналог украинских вареников, которые готовятся из тонкого теста с самыми разными начинками. Пироги есть вареные и жареные, причем второй вариант более характерен для Польши и менее нравится мне, потому что я забочусь о своем ЖКТ. Подаются пироги со сметаной, маслом, жареным луком или сразу со всем вышеперечисленным. Получается, что пироги и журик – это мои любимые блюда, мой любимый такой дуэт в Польше на веки веков. Это мега популярное блюдо, так же как и журик, но все равно мы добавили их в наш гастротур, потому что ну как это, как без них, хотя мы их уже пробовали. Блин, прикольно. По вкусу это что-то типа пельмени, только мега-мега мягкие и побольше по размеру. Ну реально, очень вкусное тесто, вкусное мясо в начинке. Шкварки жирные, но прикольные. Это мега делишес, это просто вау. Я не знаю, я, наверное, до сих пор, видимо, голодная. Вкусно просто обалденно. В это место советую идти. Кстати, все локации в описании, как всегда. А я думаю, мы сюда еще вернемся. Очень-очень вкусно. За 2 блюда у нас получилось 49,8 злотых. За 2 блюда, но за каких? Нам и пироги, и журик разделили на 2, и это были полноценные порции на каждого человека. И, то есть мы наелись, хотя я была ужасно голодная. И что могу сказать, такой вердикт, итог, это то, что место просто обалденное. Тут отличное расположение, прекрасное обслуживание, быстро выносят еду. Сама еда невероятно вкусная. И что еще немаловажно, это то, что здесь царит какая-то, не знаю, добрая атмосфера. Здесь реально так уютно, по-домашнему. Это семейный ресторан, как пишут на Google картах. И не знаю, здесь просто атмосфера любви чувствуется, что еду готовят с любовью, поэтому она такая вкусная, атмосфера здесь спокойная, музыка приятно играет. Вот, так что сюда я точно советую вам прийти и поесть именно польскую кухню. А теперь переходим к десертам. И первый из них – это брецель. Вообще в Польше есть 3 разновидности бубликов, которые можно спутать между собой. Это обважаник, бейгл и брецель. Бублики можно купить в маленьких перевозных ларьках, которые раскиданы по всему Кракову и особенно по старому городу. Но нас привлекло другое место, где бублики готовят прямо при тебе. Волнительно пробовать, потому что это что-то новое. Вот такой вот бублик мы еще здесь не пробовали. Никакой вид из 3. Вы его не будете видеть, потому что он весь в шоколаде и в орехах. Так что я уже вон вымазалась. Пробуем. Ты не будешь удалить, надо как-то. По вкусу это как хлеб с нутеллой или скорее просто с шоколадом и орехами. Он не супер сладкий, сам шоколад не сладкий, потому что не улетает. Потому что мы, наверное, взяли не самый такой приторный вариант, поэтому он по вкусу нормальный. И в тесте чувствуется, кстати, такая немного соленость, из-за чего он, ну, прям не супер сладкий, вот, по сахару, в принципе, нормально. Единственное, он какое-то тесто жестковатое, вот. То, что мне не очень понравилось, но, наверное, так и должно быть. Я не спец, не знаю. Вот, по вкусу вкусно. Что могу сказать? И по красоте красиво. Но вы это увидите в отдельных кадрах, потому что вот так.
Знаете, цена в 6,5 злотых за один бублик, за один брецель вполне себя оправдывает и адекватно по сравнению с другими блюдами, которые у нас есть в этом гастротуре. Так что советую вам один раз попробовать. Можно все-таки пробовать в ларьке, если вы не любите какие-то добавки, там всякие шоколад, орехи и так далее. Можно взять классический бублик и можно взять другой, там обважанник или бейгл. Мы попробовали брецель. В принципе, можно поставить ему лайк и идти дальше. Следующая сладость исключение, потому что она не польская. Я имею в виду тырдло или тырдельник, чешскую булочку, которую можно часто встретить в разных городах Польши. Мы их видели и в Варшаве, и в Познане, и, возможно, даже в Гданьске. Мы взяли классическое тырдло с запахом ванили. Пахнет, собственно, ванилью и, как Андрей сказал, немного даже паской. По сути, это вот такой вот кругляшок, кстати, вообще не маленький. Кругляшок из теста, который обсыпан сахаром, ну и разными там добавками. В принципе, я думаю, вкус очевидный, но все равно интересно. Это вкуснее, чем я думала. И, господи, как давно я не ела булочки просто. Короче, вкус очень классный. Понятное дело, что это углеводная бомба, и тут куча сахара и все такое. Но один раз взять, особенно если с чаем, я думаю, это обалдеть как вкусно. Просто как вкусная свежая булочка. Брали мы нашу булочку в заведении, которое находится прямо возле Вавеля на трамвайной остановке, которая так и называется Вавель, так что вы его 100% найдете. Там есть разные вкусы этих тырдельников, можно брать просто со вкусами такое тесто. Как мы взяли ванильный вкус, это такой классический, самый бюджетный, кстати, 12 злотых, остальные идут дороже. Но также можно взять тырдельник с мороженым, это прям вообще сахар в сахаре, под сахаром, так что не очень советую. Так что, если подвести такой короткий итог, то можно сказать, что такую булочку можно взять один раз в жизни. Больше не советую, потому что ваши зубы выпадут, потому что реально сахара очень много. Тесто, глютен, ничего полезного, просто вкусно. Ситуация такая. Изначально мы хотели съесть маковец, показать его вам, но вообще нигде не нашли. Ни в каких-то кафе, ни в магазинах, вот нигде его сейчас нет. Хотя очень вкусный десерт. И мы подумали, почему бы не заменить его на рульку. Да, свиная рулька — это отличная замена маковцу и очень логичная. Просто мы ее попробовали, и она нам так понравилась, что мы захотели еще раз пойти и еще ее съесть, ну и почему бы не показать вам. Так вот, нам тут принесли целую тарель, тут есть, собственно, свиная рулька на такой ножке, огромный кусок мяса, как моя рука. К нему тут еще есть картошка, огурцы, один помидорчик, зелень какая-то и что-то еще. Я даже не знаю, что это. Что-то типа соуса. Попробуем. Попробовала, блин. Многовато вышло, это был хрен. Ну и горчица, собственно. Обычная соленая, не горькая, а вот хрен, точнее не горькая, а острая. Не острая, а хрен острый. Итак, давайте само мясо, собственно, попробуем, то, зачем мы тут с вами собрались. Прошлую рульку мы пробовали в другом ресторане. Надеюсь, тут будет также вкусно. Ну, не зря мы вернулись в тот же ресторан, кстати, где пробовали журик и пироги. Да, это вкусно. Можно сказать, есть даже какой-то сладковатый привкус. В прошлом ресторане Андрей пробовал и сказал просто: вау, так вкусно, не могу. А для меня это было, ну, в принципе, так обычно. Поэтому, если для меня сейчас вкусно, возможно, Андрею понравится еще сильнее. Ну, кстати, картошка уже так как будто бы полежала, подостыла, такая довольно обычная. Ну да ладно, прощаем. Это классное место все равно, и мясо вкусное. И, конечно, огурок вкусно. Классное блюдо, классное место. Рулька и компот у нас получились за 76,7 злотых, что, в принципе, нормально, потому что в этом заведении все блюда, наверное, можно спокойно разделить на 2 порции и съесть вдвоем. Причем, как я уже говорила до этого, они могут разделять, например, там суп или еще что-то, пироги. Они приносят тарелки для обоих людей, и это не стыдно спрашивать. И постфактум могу сказать, что рулька оказалась жирная, к сожалению, мы часть не съели, но все равно было вкусно, и у нее был вкус такой еще, то ли груши, то ли яблоко, то есть такой сладковатый, приятный. Вот. Но все равно впечатление
больше приятные, чем неприятные. Фух, это был очень неоднозначный выпуск. Я попробовала 10 самых вкусных и популярных блюд в Польше и поделилась своим честным отзывом. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, как вам польская еда и что еще вы посоветовали продегустировать в Польше. Буду безумно благодарна вашей активности, потому что на этот выпуск было потрачено очень много ресурсов. А мы, как всегда, увидимся с вами совсем скоро, в следующем видео. Пока!